Мальчик по имени Даня брел по залитым дождем улицам промышленного района, обходил кучи мусора и разбитые бетонные плиты в поисках еды. На ногах старые кеды, насквозь промокшие и прохудившиеся. На плечах куртка, которая давно не знала тепла. Город спал, но Даня знал, если он не найдет еду или что-то на продажу, он может не протянуть еще одну ночь. Мальчик двигался вдоль длинного ряда мусорных баков, заглядывал в каждый, перекладывал рваные пакеты, ржавые консервные банки. И вдруг он услышал звук, настолько тихий, что его мог бы заглушить шорох ветра, едва слышное, хриплое, но отчаянное поскуливание. Он замер, сердце забилось быстро и гулко. Прислушался, звук повторился. Это был не котенок, не щенок. Это был ребенок. Даня медленно приблизился к старому баку, покосившемуся на одну сторону. Его ладони дрожали, когда он подцепил крышку. Под слоем тряпок и обрывков газет он увидел маленький сверток. Детское одеяло было мокрым и воняло плесенью. На ткани виднелись пятна неизвестного происхождения. Он осторожно развернул его и увидел младенца. Девочку. Крохотное личико, красное от холода и слез, губы дрожали. Ее крошечные пальчики вцепились в край одеяла. Даня ощутил, как дрожит не только ребенок. Сам он дрожал так, что колени подкашивались. Он поднял взгляд. Вокруг была только пустая улица. «Тише», — прошептал Даня и укутал девочку в свою куртку, прижав к груди так, будто мог отдать ей остатки своего тепла. И побежал. Сквозь туман, мимо развалин, перепрыгивая лужи, он нес девочку туда, где мог спрятаться. В старый брошенный фургон у границы промзоны. Внутри пахло сыростью и гнилью. Когда-то в этом фургоне перевозили продукты, но теперь он стал для Дани домом. Он разжег костер из деревянных ящиков и сломанных поддонов. Сидя на обломке кресла, Даня осторожно держал малышку над теплом, поднося к ее щеке свои ладони, чтобы согреть. У него был только кусочек черствого хлеба и полбутылки воды. Размочив крошку, он медленно поднес ее к губам девочки. Она сначала закашлялась, но потом слабо захныкала и проглотила. Когда Даня поправлял одеяло, заметил на ее шее медальон с гербом. Он открыл его. Внутри была выцветшая фотография женщины и мужчины. Даня не знал, что этот герб принадлежал семье Стрельцовых, владельцев нескольких заводов на Урале. Не знал, что несколько дней назад их годовалая дочь Анна пропала, и вся полиция города занималась ее поисками. Он лишь чувствовал — эта крошка — все, что у него теперь есть, и что он не может ее бросить. Ночь казалась вечной. Ветер с улицы завывал так, что стены фургона дрожали. Каждую минуту ему слышались шаги, и он боялся, что кто-то придет и отнимет девочку. Не из-за денег, не из-за герба, а потому что за эти несколько часов она стала для него всем. Утром он решился. Завернул малышку в свою куртку и пошел по улице. Дороги были пусты. Он дошел до старой аптеки, фасад которой был испещрен трещинами. Здесь работала бабушка Лидия. Седовласая женщина с глазами, в которых все еще жила доброта. Она заметила Даню через окно и выбежала навстречу. «Даня, кто это у тебя?» Ее голос сорвался на слезы, когда она увидела ребенка. «Нашел в мусорке». Едва слышно ответил он. Бабушка Лидия быстро впустила их, достала одеяло, положила девочку на старую кушетку и проверила ее пульс. Потом достала телефон и дрожащими руками набрала номер. Через полчаса во двор вкатился микроавтобус скорой помощи. Врач Игорь Волков вошел в аптеку, осмотрел девочку и нахмурился. «Ты знаешь, кто это?» — спросил он мальчика, который стоял в углу, прижав руки к груди. «Нет». «Это Анна Стрельцова. Ее искал весь город. Ее отец, Виктор Стрельцов,
один из самых влиятельных людей в городе. С этими словами врач вышел, неся девочку. Даня смотрел им вслед, чувствуя, как что-то вырывают из его сердца. Скорая уехала, оставив его среди мокрого двора с лужами, в которых отражались серое небо и его пустой взгляд. Тем временем в особняке Стрельцовых Виктор стоял в большом кабинете перед множеством экранов, на которых показывали видео с камер у аптек, дорог, магазинов. На одном из них было лицо Дани, бледного мальчика в рваной куртке с испуганными глазами. «Кто этот мальчик?» Его голос звучал, как удар молота. «Он спас вашу дочь», — ответил один из охранников. «Найдите его. Он заслужил не меньше, чем моя благодарность». 2 дня спустя, когда Даня вернулся вечером в свой фургон, дверь была приоткрыта, а внутри горел фонарь. В углу сидела женщина в белом пальто, держа на руках Анну. Рядом стоял высокий мужчина в темном костюме, Виктор Стрельцов. Его лицо было усталым, но в глазах горел огонь. «Ты Даня?» — спросил он. Мальчик кивнул, не в силах вымолвить ни слова. «Ты не знал, кто она, но ты не оставил ее. Ты спас мою дочь, и теперь я не позволю, чтобы ты снова жил на улице». Анна проснулась, увидела Даню и сразу протянула к нему руки. Женщина в белом передала девочку ему. Виктор посмотрел на врача и сказал: «Он едет с нами. Он будет с нами». Когда они вышли на улицу, перед фургоном стояла черная машина с мягкими креслами, теплым салоном и запахом кожи. Когда Даня сел, его окружил уют, которого он никогда не знал. Он прижал малышку к себе и впервые позволил себе улыбнуться. У ворот особняка, высоких и украшенных резьбой, слуги бросились к ним, но Виктор поднял руку. «Не надо. Пусть он сам войдет». Особняк светился теплом. Мягкие ковры, резные перила, камин — все дышало жизнью. Для Дани приготовили комнату с большой кроватью и игрушками для Анны. «Ты не должен больше привыкать к боли. Ты заслужил большее», — сказал Виктор. Шли недели. Даня учился, занимался с репетиторами, ходил на занятия по этикету. Анна здоровела, смеялась, тянулась к нему даже чаще, чем к собственному отцу. Вечерами они играли вместе, а Виктор сидел с ними и смотрел, как его дочь и ее спаситель находят счастье в обычных, но таких драгоценных моментах. «Знаешь, Даня», — однажды сказал Виктор, «иногда судьба дает шанс не тем, кто готов, а тем, кто нужен миру». Даня больше не боялся этих слов. Он нашел не только девочку, он нашел дом, смысл и свое место в мире. В ту ночь он лег в свою кровать, слушая мирное дыхание Анны рядом. Он знал, что больше не проснется в холоде и одиночестве. И когда за окном начали мерцать первые звезды, он улыбнулся, впервые чувствуя, что он дома. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.